Доктор Беатрис уставилась на монитор УЗИ. В ее широко раскрытых глазах отражались недоверие и замешательство. За 10 лет работы тюремным врачом она видела много странных вещей, но это было за пределами того, что она могла себе представить. Изображение на экране было узнаваемым. Крошечный, прерывистый стук сердца. Беременная. Лилиан, молодая заключенная, сидевшая на каталке, несомненно, была беременна. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь слабым жужжанием аппарата. Беатрис пыталась скрыть свое потрясение, делая записи в карте пациента дрожащими руками. Ее мозг лихорадочно искал логическое объяснение, но ничего не приходило в голову. Как такое могло произойти в женской тюрьме, где нет интимных свиданий и строгого надзора? «Клэр!» — обратилась Беатрис к охраннику, ожидавшему у двери. Ее голос был ровным, но с нотками нетерпения. «Вы не могли бы позвонить начальнице Камилле? Скажите ей, что это срочно!» Клэр нахмурилась, но кивнула, исчезая в коридоре. Беатрис повернулась к Лилиан, которая беспокойно ёрзала на каталке, нервно постукивая пальцами по краю. Глаза молодой женщины были широко раскрыты от страха и замешательства. «Доктор», — пробормотала Лилиан, ее голос был едва слышен. «Она. Эта штука на экране, это действительно то, о чем я думаю. Я действительно беременна?» Беатрис глубоко вздохнула, и ее профессиональное поведение на мгновение поколебалось. «Да, Лилиан, ты беременна, но вопрос в том, как? Как это здесь произошло?» Лилиан отвернулась, ее лицо побледнело. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но снова закрыла его, так как слова давались ей с трудом. Прежде чем Беатрис успела продолжить, дверь распахнулась, и вошла Камилла, внимательно оглядывая комнату. «Что происходит?» — спросила Камилла резким тоном. Она перевела взгляд с Беатрис на Лилиан, нахмурив брови из-за повисшего в воздухе напряжения. Беатрис указала на ультразвуковой монитор, понизив голос. «Посмотрите сами». Камилла подошла ближе. Ее глаза сузились, когда она изучала экран. Мгновение она молчала. Затем она покачала головой. В ее голосе звучало недоверие. «Номер. Этого не может быть. Она беременна. Но как? Она уже 3-я на этой неделе». «Вот именно», — ответила Беатрис, скрестив руки на груди. «Что-то здесь происходит, Камилла. Что-то, чего мы не видим». Камилла провела рукой по лицу. Ее разочарование было очевидным. «Это невозможно. Здесь нет интимных свиданий, нет контактов с внешним миром. Как эти женщины забеременели?» Лилиан неловко поёрзала на каталке, переводя взгляд с одной женщины на другую. «Я не знаю, как это случилось», — прошептала она дрожащим голосом. «Клянусь, я ничего не делала. Пожалуйста, не спрашивай меня больше». Взгляд Камиллы стал суровым. «Лилиан, ты 3-я женщина, которая забеременела за неделю. Это не совпадение. Нам нужно знать, что происходит. Сейчас». Лилиан отшатнулась, вцепившись руками в край каталки. «Я же сказала, я не знаю», — отрезала она, повысив голос. «Если мы здесь закончим, я ухожу». Прежде чем кто-либо успел остановить ее, Лилиан соскользнула с каталки и выбежала из палаты. Клэр последовала за ней. Дверь захлопнулась, оставив Беатрис и Камиллу в ошеломленном молчании. В течение следующих нескольких дней напряжение в тюрьме достигло точки кипения. Беатрис и Камилла часами просматривали записи с камер наблюдения, пытаясь найти хоть какую-то зацепку, которая могла бы объяснить необъяснимые случаи беременности. Они тщательно осмотрели каждый коридор, каждый двор, каждое взаимодействие, но не обнаружили ничего необычного. «Это не имеет смысла», — пробормотала Камилла, откидываясь на спинку стула. «Мы проверили все углы. Невозможно, чтобы кто-то мог прокрасться внутрь или выйти». Беатрис потерла виски, на ее лице отразилась усталость. «Должно же быть что-то, что мы упускаем».
3 беременные женщины за неделю — это не просто невезение. Их расследование приняло новый оборот, когда Луиза, робкая молодая заключенная, была доставлена в лазарет с жалобами на боли в животе. Беатрис сделала УЗИ, и ее сердце замерло, когда на экране появилось знакомое изображение. «Луиза», — мягко сказала Беатрис, — «ты беременна». Молодая женщина разрыдалась. Ее всхлипывания эхом отдавались в маленькой комнате. «Я не хотела, чтобы это случилось», — прошептала она едва слышно. «Я совершила ошибку». Беатрис обменялась взглядом с Камиллой, которая шагнула вперед, и ее тон смягчился. «Луиза, нам нужно знать, что происходит. Ты не одна такая. Пожалуйста, помоги нам понять». Луиза заколебалась, нервно обводя взглядом комнату. «Дело не в людях», — наконец произнесла она дрожащим голосом. «Дело в мужчинах. Кто-то снаружи». Глаза Камиллы сузились. Что значит «снаружи»? Как они попадают внутрь? Луиза покачала головой, вцепившись руками в край каталки. Это не так. Не совсем так, если смотреть снаружи. Вы увидите, если заглянете во внутренний двор, между кустами и каменными скамейками. Именно туда ходят Джоанна и остальные. Беатрис и Камилла обменялись недоверчивыми взглядами. Внутренний двор. Они просмотрели отснятый материал бесчисленное количество раз, но так и не заметили ничего необычного. Вечером того же дня, после того, как заключенные вернулись в свои камеры, Беатрис и Камилла вышли во внутренний двор. Луна отбрасывала длинные тени на каменные скамьи и разросшиеся кусты. Следуя указаниям Луизы, они раздвинули густую листву и замерли. Там, в подлеске, было узкое отверстие в земле. Туннель. «Этого не может быть на самом деле», — прошептала Камилла. В ее голосе слышалось недоверие. Она присела на корточки, посветив фонариком в темный проход. Луч света высветил грубый, но функциональный туннель, достаточно широкий, чтобы по нему мог проползти человек. Сердце Беатрис учащенно забилось, когда кусочки мозаики встали на свои места. Вот как они это делали. Этот туннель. Он должен куда-то вести. Они вызвали подкрепление, и группа охранников проследовала по туннелю. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем охранники вернулись с ответом. Туннель соединял женскую тюрьму с мужской тюрьмой по соседству. Это открытие потрясло тюремную администрацию. Оказалось, что туннель был результатом неудачной попытки побега, совершенной несколько лет назад. Вместо того, чтобы вести на свободу, он создал тайную связь между двумя тюрьмами, которая использовалась для тайных встреч. Камилла и Беатрис сообщили начальнику тюрьмы, который немедленно приказал опечатать туннель. Чтобы предотвратить дальнейшие инциденты, администрация ввела контролируемые интимные свидания, гарантируя, что любые будущие отношения будут проходить безопасно и на законных основаниях. В последующие месяцы 5 детей, родившихся в тюрьме, были переданы семьям заключенных, и матери продолжили отбывать наказание. Тайна беременных заключенных стала поучительной историей, напоминанием о том, на что готовы пойти люди, чтобы наладить отношения, и о важности бдительности. Что же касается Беатрис и Камиллы, то однажды вечером они тихо посмеялись за чашкой кофе, размышляя об абсурдности всего этого. «Кто бы мог подумать, — сказала Камилла, качая головой, — что ответ находится прямо у нас под носом». Беатрис улыбнулась, и в ее глазах заиграли веселые искорки. Иногда правда оказывается проще, чем мы себе представляем. Нам просто нужно знать, где искать.